Many spiritual groups много разных духовных групп have a very, very strong fire burning for remembering deeper values for all of us. несут в себе очень сильный внутренний огонь, направленный на то, чтобы по-настоящему осознавать и поддерживать те духовные ценности, которые важны для каждого из нас. They have very meaningful motivation about what life should be for. У них присутствует очень значимая мотивация того, для чего вообще человек живет. But they sometimes have a slight disregard for the world of facts. Но иногда они слегка пренебрегают измерением фактологии. And they think this is a less valid world. It's a more inferior world. Они склонны думать, что этот мир где-то вот там ниже, это все не так серьезно. So they mirror frequently the mirror image of the business who sometimes believe more in profit sheets and less in purpose. То есть нередко они служат как бы таким зеркальным отражением бизнес-сферы, которая полагает, что факты – это самое главное, а цель – это менее важно. And in our deep democracy approach, we're trying to say that over time, we tried in our consulting to help organizations to focus on all of these dimensions because we believe they all are needed to make an organization vibrant. И как раз глубинная демократия, наши консультанты стремятся показать организациям и компаниям, что в развитии компании одинаково важны все эти три измерения. There are phases for organizations, for example, during the startup, when maybe fire and feelings are more important. Ну, есть определенные фазы развития организации, например, в начале ее развития, когда чувства и творческий огонь могут быть более важными. There are phases in an organization when maybe facts and business results should be in the foreground because that's where the most problems appear. Есть фазы развития организации, когда именно фактам следует уделять наибольшее внимание, потому что в этой сфере стали проявляться те или иные проблемы. And there are phases where collaboration and teamwork is a larger issue. И есть такие фазы развития, в которых командная работа и сотрудничество делаются приоритетом. We support this approach we support these phases in our approach. We think you can't always have equal importance on all these three, but over time, over a period of some months or years, these various dimensions need to be given space and celebrated and focused on in order to make organizations vibrant. И в нашем подходе мы поддерживаем именно такую идею. То есть мы не говорим, что в каждую секунду времени должны быть одинаково важны для компании все эти три измерения. Но в долгосрочной перспективе необходимо создавать пространство для проявления каждого из этих измерений и для прорабатывания именно его. So I want to say this is the deep democracy approach. Вот что я хотел сказать. Таков подход к глубинной демократии. We have a number of many interventions in all of these areas. У нас есть ряд всевозможных интервенций, которые можно осуществить при проработке каждого из этих измерений. The world of facts, for example, Ну, например, что касается измерения фактов. is also the world usually of rank and power. Это измерение также, как правило, связано со статусом и с властью. And it is frequently a world that can be helped by clarifying rank. И зачастую помощь здесь может быть связана с тем, чтобы прояснить моменты, связанные со статусностью. And by understanding and making clear power dynamics and power situations. Через прояснение динамики авторитета и власти и ситуаций, связанных с этим. We have many interventions in the areas of feelings. Также у нас есть множество инструментов для проработки измерения чувств. The area of feelings is the area where roles appear. Чувство – это то измерение, где проявляются роли. In teams, various roles appear. В командах проявляются различные роли. Each team has things that it's allowed to talk about. В
каждой команде есть темы, которые дозволяется поднимать. And each team has so many things that it's not allowed to talk about. You can't talk about it because it's considered wrong, shameful, dangerous, or what have you. И в каждой команде есть темы, которые поднимать нельзя по разнообразным причинам, потому что это неправильно, потому что это дурно, стыдно и так далее. So roles and ghost roles play a big role in relationships. То есть в том, что касается отношений, большое значение имеют роли и роли-призраки. In this area, for example, we also work a lot with companies who are trying to go beyond their national markets. В этой области мы также много работаем с компаниями, которые хотят выйти за пределы своих национальных рынков. In order to be internationally successful, a company or an organization also has to look at all of these three levels. Для достижения успеха на международном уровне компании также необходимо рассмотреть все эти три измерения. In order to have organizational relationships or business relationships to other countries. Для того, чтобы у компании установились деловые связи, сотрудничество с другими странами, Your fact level, your products and services have to be good. Уровень фактологии, то есть продукция или услуги, должны быть хорошими. Because we are interested in any products or services that make our lives easier and better. Потому что человек заинтересован в любых продуктах или услугах, которые делают жизнь лучше или проще. But also, you need good relationships. Но также здесь необходимы и хорошие отношения. People do business with other people that they can be friends with. Люди ведут бизнес с другими людьми, в том случае, если они могут поддерживать с ними дружеские отношения. Often this is not being taught in business schools. Зачастую этому в бизнес-школах не учат. And it's not the sole factor, but it's a big factor in business relationships is how do we feel about the other person. И это не единственный фактор, но это значимый фактор в бизнес-отношениях, а именно то, что мы чувствуем по поводу того или иного человека. To have business relationships with another culture, you also have to understand what is the fire that is burning on the ground of a culture. И для выстраивания деловых отношений с другой культурой нам также необходимо понимание того, а что за творческий огонь движет именно этой культурой. Because trade and business to begin with was a relationship celebration. Потому что изначально торговля и бизнес представляли собой празднование отношений. So we also help companies and organizations to make international relationships. Итак, мы также помогаем компаниям и организациям выстраивать отношения на международном уровне. So, and we have many intervention and methods on the level of fire or purpose. И на уровне огня или же на уровне цели у нас также есть в нашем распоряжении множество инструментов и методов. What is the purpose? What is the fire that burns behind an organization? Какова цель организации? Каков тот творческий огонь, который движет ею? For example, in our organization, the Deep Democracy Institute. Например, в нашей организации, в Институте глубинной демократии, What is our purpose, I think, is in our logo. в чем наша цель? Я думаю, что ее можно увидеть на нашем логотипе. Our logo are two crocodiles. Это два крокодила. This is one. Вот один, This is the other head. а вот другая голова. And they are Siamese twins. И они сиамские близнецы. They are joined at the stomach. Они соединены в области живота. And they share one stomach. И у них общий желудок. And then they have two tails. И у них два хвоста. It's an African symbol which says unity in diversity. Это африканский символ, который означает единство в разнообразии. The crocodiles compete, the heads of the crocodile compete over food. Головы крокодила соперничают за пищу, Because they forget that the food all ends up in the same stomach. потому что они забывают о том, что эта пища попадет в один и тот же желудок. African believe that's normal. Conflict, tension and relationships in a community is a good sign of diversity.
Африканцы полагают, что это нормально. Какая-то напряженность, какая-то конфликтность в том или ином сообществе – это и есть знак разнообразия. So the purpose of the Deep Democracies Institute is to help governments, organizations and groups to discover their own potential and their own beauty. То есть целью глубинной демократии является продемонстрировать организациям, компаниям, правительствам возможность открыть для себя разнообразие и красоту. On all of these levels. По всем этим трем уровням. And learn to communicate that towards other organizations and communities. И научиться передавать это другим организациям и другим сообществам. So vision and purpose, that's the area of fire, that also is very important for us. Так что видение, цель также относятся к уровню огня и также для нас важны. Thank you for your translation. Спасибо переводчику за перевод. Yes. Before we ask for cases, I want to ask you, do you have any questions about the approach or model? Но раньше, чем мы начнем обсуждать конкретные случаи, я бы хотел задать вам вопрос. А есть ли у вас какие-то вопросы по этой структуре, по этой модели? Yes? Вот сами ощущаете, что вы рассказываете, в общем-то, о человеке 21 века, вот сегодняшний, какой он должен быть в общем? Are you aware that you are actually speaking of the 21st century person as she or he should be? Каким бы мы его хотели видеть? Of this 21st century person we would like to actually see. С кем бы мы хотели общаться, A person работать? with whom we would like to communicate or work together. Вот я это поняла так. That's the way I understood Твердите, пожалуйста. what you were saying. Please confirm if my understanding is the right one. Yes. Yes, yes, yes. And we try to be it a little bit. И мы стараемся, и чтобы мы сами немножко стали такими же. Like you. You try to be it a little bit. И вы стараетесь. And maybe together we can be it. И, возможно, вместе нам это удастся. Maybe one person alone cannot achieve it, but maybe that's why we need organizations and communities who can achieve it together. Возможно, человеку в одиночку это не под силу, и, возможно, именно поэтому нам нужны организации или же сообщества, в которых мы можем достичь этого вместе. Organizations, in my mind, and people too, by the way. Как мне кажется, организации, да, собственно, и люди тоже, We often think ourselves as single units, зачастую склонны воспринимать себя как некие отдельные единицы. but inside of us play many instruments. Но на самом деле мы оркестр из многих инструментов. And different times of the day, different instruments have their solo moment. И в какое-то время суток заступает соло того или иного инструмента. And sometimes we are in inner conflict about which instrument supposed to play. Иногда у нас начинается внутренний конфликт по поводу того, а какой же именно инструмент сейчас будет солировать. And sometimes the outer world is insisting that you only play one instrument and not the other. И бывает так, что внешний мир настаивает на том, что сейчас должен играть именно этот инструмент, а не вон тот. That's the aspect of your personal development in deep democracy. И в понимании глубинной демократии это один из аспектов нашего внутреннего развития. So I want to thank you for your comment. Так что я хотел бы вас поблагодарить за ваш комментарий. I hope I didn't have to say it out loud. Я надеялся, что мне не понадобится говорить об этом вслух. But yes, we believe that organizational development and personal development cannot be separated. Но да, мы полагаем, что развитие личности и развитие организаций не могут существовать отдельно друг от друга.